Друзья, всем привет! В моей мастерской появился новый помощник, а точнее это токарный станок по дереву от компании Harvey Rus. Модель GIB MC1218 VDA. При открытии короба видим инструкцию на русском языке, а также отметим, как все добротно уложено в пенопласт. Здесь же мелкое навесное оборудование и фурнитура. Вес станка с коробом составляет 42 килограмма. Станок поставляется в собранном виде и остается установить некоторые элементы. Изначально устанавливаю вращающий центр в пеноль задней бабки. Он имеет конус Морзе номер 2. Максимальный вылет пеноля составляет 50 мм. Теперь установлю ведущий центр. Как видим, на шпинделе установлен планшайба, которая крепится на резьбу М33. Ну а теперь проверим главный показатель токарного станка. Это схождение центров. Сначала это делается на минимальном выпуске пеноли, а затем на максимальном выпуске пеноли. Для извлечения центров используется выколотка. Далее установлю кронштейн для различного инструмента, а также крепление провода станка. Станок собран и укомплектован, можно приступать к работе, но сначала немного технической информации. Сердцем станка является коллекторный двигатель мощностью 750 Вт. Он управляется своей электроникой с обратной связью по току. Электроника и органы управления собраны в одном моноблоке. При помощи пульта управления мы можем запустить либо остановить станок, изменить скорость вращения, а также направление вращения двигателя. Максимальный диаметр обрабатываемой детали 305 мм. Расстояние между центрами 450 мм, длина подручника 150 мм. Текущие обороты двигателя отображаются на дисплее, который вынесен на переднюю бабку. Внутри передней бабки располагается двухступенчатая ременная передача. Переключение передач осуществляется перекидкой ремня с одного шкива на другой. Для доступа к нижнему шкиву предусмотрен люк. Натяжение и ослабление ремня производится при помощи рычага. Перед первым запуском установлю станок на подставку, которую можно приобрести отдельно на сайте производителя. В коробке имеется инструкция, при помощи которой собрать данную подставку у вас не составит никакого труда. Я собирал от сил минут 15-20. Подставка готова и можно устанавливать ее на станок. Но для начала нужно открутить на станке ножки. Для удобства транспортировки станка имеются специальные выдвижные ручки. Устанавливаем станок на стойку, прикручиваем его болтами и затягиваем ключом. Ну вот и подошло время первого запуска. Включаем наш станочек и регулируем скорость вращения шпинделя. Минимальная скорость вращения шпинделя составляет 500 оборотов в минуту, максимальная скорость шпинделя составляет 3800 оборотов в минуту. Ну а теперь давайте поточим. Взял первое попавшееся бревно, установил его в станочек, настроил подручник, и вот у нас уже первая стружка. Сразу вспомнили школьные годы, 5 класс, урок труда. Ох, как же это давно было. Но даже сейчас данный процесс приносит огромное удовольствие. Друзья, а вы вспоминаете школьные годы? Напишите в комментариях. Как оказалось, техника точения у меня хромает. Нужно учиться. Ну, как говорится, учиться никогда не поздно, было бы желание. В ближайшее время планировал сделать несколько проектов с эпоксидной смолой. И вот там уже довольно-таки сильно загрузим наш станочек работой. Посмотрим его, как он справится. Друзья, напишите в комментариях, как вам станочек. Понравился или нет, возможно, кто-то работал уже на таком станочке. Всегда рад выслушать вас и ответить на ваши комментарии. На этом все. Всем добра, удачи, пока-пока.